Как бы вы описали, что для вас значит Пхукет? Phuket is a paradise. It's the good place in the world. Svoboda. Phuket is a place to live like having vacation every day. I go scuba diving every few weeks. Много позитивных и отзывчивых людей. Home. Для нас Пхукет уже давно стал домом. Тропический остров, омываемый теплым Андаманским морем. Самый большой остров Таиланда площадью 543 квадратных километра. Здесь проживает более 350 тысяч человек. Кроме этого, около 12 миллионов туристов со всего мира ежегодно выбирают это место для своего отдыха. Пхукет является одной из 77 провинций Таиланда. Сам остров условно разделен на 3 части – северный, центральный и южный Пхукет. В свою очередь, части разделяются на районы и включают несколько пляжей. На севере это Майкхао, Найтон, Лаян, Бангтао. Здесь же расположен международный аэропорт Пхукет. К центральным районам относятся Сурин, Камала, Патонг, Карон, Ката. Здесь расположен Пхукет-таун – прекрасное место, чтобы окунуться в тайскую жизнь с кучей мелких аутентичных заведений. И самая густонаселенная часть острова – это юг – Найхарн, Равай, Панва. Сегодняшний выпуск мы посвятим наиболее популярным и привлекательным районам, расскажем, где предпочитают отдыхать сами тайцы и, как и обещали в прошлом видео, покажем, как преобразился остров за время закрытых границ. Поехали! Я живу 3 года на Равае Найхарн, и мне нравится, потому что здесь можно снять дом, либо виллу, и здесь очень близко к пляжу. Мне с дома ехать примерно 7 минут до машине до пляжа. Я считаю, что это реально самый лучший район для проживания. Я правда так считаю. Первое, потому что здесь безумно красивые смотровые, минимум 2. Здесь очень много ресторанов европейской кухни, тайской кухни. И третье, это, конечно, пляж. Все пляжи, безусловно, классные на Пхукете, везде можно купаться, но почему-то для меня магнит – это именно Найхарн. Когда начался локдаун, то именно на Найхарне начали активно искать виллы в аренду и с бассейном. Сейчас Найхарн живет такой же привычной жизнью, все занимаются спортом, здесь ходят круг 2 километра, я сама по вечерам здесь гуляю. И просто всей душой люблю именно эту часть острова. Самый-самый юг. I love Phuket town. Here in Phuket town, the old town is very different from the other old town you find in Thailand. So here you can look at the architecture here in Phuket town. It's very colorful and it's a mixture of Chinese and Portuguese building design. Here in Phuket town, you can find a lot of creative restaurants and bars and art center. Phuket town is also a center of the local communities. People enjoy the local ambience here. Phuket town is not the best place if you want to stay close to the beach. The nearest beach is Patong, which is 20 minutes by car, but places are used to be very touristic are empty. Kata, Karon, Patong. So people choose to move to Phuket town because of the cheaper rent and the living is very vibrant here compared to other places. Север считается более интернациональным. Здесь проживают как много тайцев, так и иностранцев, такие как австралийцы, американцы, европейцы и много русских. В обычное время Бангтао и Лагуна – это самый дорогой район. Здесь самые высокие цены на недвижимость. Но сейчас цены снизились, и очень многие переместились жить именно сюда, потому что здесь хорошая локация, развитая инфраструктура и красивые пляжи. Я и сама сейчас переехала с юга на Бангтао и наслаждаюсь всеми прелестями этого района. Также тайцы, которые путешествуют, например, на выходные, выбирают север, потому что это близко от аэропорта, и они могут добраться за 15-20 минут, а не тратить, например, как с юга, час на дорогу.
и приехать на выходные комфортно отдохнуть. Поэтому все отели и рестораны здесь открыты, полноценно работают и готовы принимать гостей. За время пандемии Пхукет сильно преобразился. Если вы уже были в Таиланде, то наверняка видели висящие повсюду провода и недостаток пешеходных зон. Местные власти решили воспользоваться данной ситуацией и пока нет туристов, ремонтируют дороги, строят тротуары в туристических и не только местах, убирают в некоторых зонах провода. Почти перед самым локдауном на севере острова открылись такие места, как аквапарк Блю-3 и торговый комплекс Порто де Пхукет, которые почти не успели застать туристы, а также уже завершается строительство большого развлекательного комплекса «Робинсон». Застройщики и девелоперы также не испугались и продолжили свою работу. Кто-то уже завершил свои объекты, кто-то запустил реновацию, а кто-то, наоборот, начал строительство с нуля. Когда мы выбирали землю для нашего проекта, мы оценивали разные районы, рассматривали юг и север острова, и все-таки приняли решение покупать на севере, потому что оценили, что юг острова порядка на 2500 квартир прирастет в ближайшие 1,5 года, ну и в общем станет таким довольно густонаселенным районом. Здесь же на Бангтао широкий пляж, широкая береговая полоса, и он очень длинный, там порядка 7 километров. Он классно подходит для детей, для семейного отдыха, пологий вход. Отливы и приливы практически неощутимы. А у нас там на Лаяне вообще классно, потому что полуостров огибает бухту, и волны практически не доходят до береговой полосы. Поэтому с детьми купаться безопасно. Вообще район Лагуна, наверное, многим знаком, кто отдыхал на Пхукете. Первый отель Баньян 3 был как раз здесь, в Лагуне, построен. И начиная с этого отеля, это 5-звездочный отель, начиная с этого отеля пошла, собственно, инфраструктура класса люкс здесь, в Лагуне, на пляже Бангтао. Сейчас здесь есть отель Movenpeak, отель Outrigger Лагуна, где мы записываем это видео, Дусит и еще несколько интересных отелей, ну и рестораны, конечно, и вообще вся инфраструктура, она такого достаточно высокого класса. Здесь есть тротуары, в отличие от остального Пхукета, где даже с коляской негде пройти. Это такой прилизанный Таиланд, цивилизованный Таиланд, так можно, наверное, сказать. И здесь подсвечиваются пальмы, здесь красиво, здесь огонечки и фонарики. Рядом с лагуной есть классные супермаркеты, вилла-маркет. Это европейского уровня супермаркет, где можно купить европейские продукты. Ну и, конечно, есть тайские рынки, есть макро. Есть классный большой развлекательный центр Блю-3, его построили совсем недавно, и туристы еще практически не успели его застать. Там есть аквапарк, и там много кафе, и очень интересно проходят разные мероприятия. В общем, по большому счету выезжать никуда не нужно, можно оставаться на территории Бангтао и классно проводить время. Можно бесконечно перечислять, чем прекрасен Пхукет. Прозрачное море, чистейшие пляжи, добрые отзывчивые люди. Но здесь есть еще один огромный плюс. И власти, и местные, и туристы бережно относятся к природе. Мы уже упоминали, что команда Лаян Грин Парк заботится об экологии и старается сохранить все то, что подарил нам остров. О том, что именно делаем, кто нам в этом помогает и как обстоят дела с защитой окружающей среды в Таиланде, мы обязательно расскажем вам в следующем выпуске. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. А в каком районе Пхукета отдыхали вы? Пишите в комментариях.